Игры на ассоциации бывают абсолютно разными. Где-то вы показываете их жестами, где-то вы издаете их звуками, где-то вы показываете их буквами, а где-то, конечно же, указываете их словами отдельными. Но это не единственное их различие. Бывают еще и игры, которые легенькие, веселые, ржачные и так далее, а некоторые бывают и головоломные. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia. На столе у меня сегодня немного туту, и это игра от отечественного автора Ивана Лашина. Иваня, кстати, не особо известен у нас разработкой игр такого жанра. Обычно он разрабатывает большие сложные игры, но сегодня другой случай. У нас будет игра, в которой мы будем совместно ехать на поезде, и рано или поздно каждый из нас побудет машинистом. А чтобы наш поезд двигался дальше, нам нужно будет подсказывать слова нашим другим игрокам. Игра играется в кооперативном режиме или в соревновательном, но основной у нее, конечно же, кооперативный. Когда один из игроков в роли машиниста будет подсказывать, какое же загаданное на его карточке слово для других игроков, они будут стараться его отгадать. Чем быстрее они это сделают, тем меньше поломается их поезд. Давайте разбираться потихонечку, как играть в немного туту. И я, наверное, как-то неправильно сказал, это прям не немного туту, а немного туту. Итак, в начале игры каждый игрок получает себе одну карточку. На этих картах много разных слов. На каждой карте будет одно слово, но всего этих карт 200, и на них слова от 4 до 7 букв. То есть ваши коллеги по цеху не будут точно знать, из скольких букв загадано ваше слово. Вы же будете пытаться им его подсказать достаточно хитрым способом. Итак, например, у меня слово «каток». Я выберу любую букву из этого слова и впишу его себе вот сюда, под тем номером, под которым он находится. Например, я мог бы загадать букву А, мог бы загадать букву Т, или мог бы загадать букву О, вписывая их, соответственно, сюда, сюда или сюда. Но я же хитрый, поэтому я покажу ребятам заодно последнюю букву слова. И я впишу сразу буквочку сюда. Это будет буква К. Не показываем, конечно, эту карточку. И в первую ассоциацию я впишу слово «коньки». А дальше ребята уже по правилам кроссворда будут пытаться догадаться, какое же было слово загадано вот здесь. Они, конечно, не знают 5, 6 или 7 букв в моем слове, но они будут знать, что в нем первая буква К. И если они с первого раза отгадают, они молодцы, наш паровозик, вот этот вот, здесь такой приятный паровозик, проедет дальше к следующему перегону. Но если они отгадают, я должен буду дать им вторую подсказку. И я мог бы дать им подсказку, например, буковкой О вот так вот и написать окружность. У них было бы уже больше догадок того, что это могло быть. И если они на этом уровне отгадают наше слово, мы перечеркнем одну шестереночку. Шестереночки — это наши жизни. Если мы до того, как не прошли последний перегон, а перегонов у нас достаточно много, закончили шестереночки наши, то мы проиграли. Если же мы добежали нашим паровозиком до самого конца сюда, пока шестеренки закончились, мы выиграли. Так вот, про эту специальную карточку. Этих карт в игре довольно много. И на них на всех различные условия. Они есть на обычном уровне сложности, есть на сложном уровне сложности. Каждый перегон, который вы будете прогонять, дает вам специальные условия. В частности, если бы начали игру здесь, я мог бы дать одну дополнительную подсказочку. Здесь, в частности, раскрыть вторую букву. Я бы писал бы сюда вот А. Еще до того, как загадал им первую ассоциацию. Далее, соответственно, если бы мы на втором слове, которое было бы вот у этого игрока, и, например, там было бы слово «пила», не отгадали бы с первого раза, мы потеряли бы одну дополнительную шестеренку. А вот здесь мы получили бы дополнительную ассоциацию. А вот здесь у нас было бы условие из того, что первая ассоциация должна состоять из слова из 5 букв и так далее, и так далее, и так далее. Много разных условий, они скомбинированы на различных карточках. Карты двухсторонние. Здесь, соответственно, есть сложный уровень и есть обычный уровень, как я уже сказал, для 4 игроков. Для того, чтобы игрокам хоть как-то жилось проще и было к чему стремиться, у нас есть два вида подсказок. Изначально, если вы играете на обычном уровне сложности, у вас их всего по одной, а так может быть по две. Если вы новички, например, или играете с детьми, можно сделать их больше, изначально взяв себе побольше подсказочек. Игроки сами выбирают, когда им использовать подсказку. В частности, например, они могут сказать, что окей, мы будем использовать эту подсказку, и тогда вот это убирается. И вот сюда ваш машинист вписывает любую ассоциацию на любую букву, но буква, соответственно, не ставится. А если он вычеркивает вот эту, то он просто дает одну любую букву в ваше слово. И таким образом вы будете двигаться по вот этой карте, дальше вперед, пытаясь совместными усилиями разгадывать различные слова.
слов в игре много, и не все они простые, не всегда вам будет просто придумать ассоциацию с этим словом на ту или иную букву, но некоторые бывают достаточно простые. Все это кажется достаточно головоломным и сложным, и когда я читал правила, мне тоже показалось, что, блин, что-то как-то здесь хрен отгадаешь с первой буквы, особенно с учетом того, что у вас шестеренок 7, а перегонов у вас целых 9. И то есть вам как минимум пару перегонов нужно будет пройти с первого слова, и все остальные тогда со второго максимум. А если вы еще и на третьем не отгадаете, то есть если вы отгадываете на третьем, вы теряете всего 2 шестеренки, а если и не отгадываете и на третьем, то теряете 3 шестеренки и переходит ход к следующему игроку. То получается прям вообще слишком сложно. Но по-настоящему, как и многие игры на ассоциации, эта игра зависит от компании, и ваша компания будет подстраиваться друг под друга. Она будет ловить ваши ассоциации на лету и постепенно разгадывать все больше и больше слов и делать это быстрее. Поэтому, если вы играете на несложном уровне сложности, скорее всего, у вас будет не слишком много проблем с отгадыванием ассоциаций от ваших друзей. Ну, а если для вас это покажется слишком простым, перейдете на более сложный уровень. И это вы играете в кооперативном режиме. А еще в игре есть соревновательный режим, и тогда у вас будет 2 паровозика. Игроки тогда бьются на 2 команды, в которой должно быть хотя бы 2 человека в каждой. И вот здесь вы уже гоните на перегонки. И если игроки одной команды не отгадывают слово, право отгадать его получает другая команда. В итоге я не скажу, что это пати-гейм прямо. Вы не будете испытывать здесь бурного веселья. Эта игра достаточно может быть головоломной, когда вы будете сидеть и думать. Но это игра про кооперацию и про то, как вы взаимодействуете друг с другом, то, насколько хорошо вы друг друга понимаете и какие подсказки вы даете друг другу. За ней вы можете провести неплохой вечер, достаточно большая компания. Особенно, если вы, конечно, разобьетесь на 2 группы, и тогда вот у вас уже появится азарт. Ну, может быть, он у вас появится, конечно, и в кооперативном режиме, просто я больше люблю соревновательные игры. Поэтому, если хотите неплохую игру-головоломку и любите кроссворды, а еще как бы вас прельщают игры от отечественных авторов, то попробуйте немного туту. А это было все на сегодня. С вами был Юра, и вы смотрели Geek Media. Всем пока!